Овны, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на февраль 2024 года. Искренне верю в то, что январь для вас начался положительно, принес какие-то радостные перемены. Ну и будем верить в то, что февраль, так сказать, их закрепит. Поэтому давайте приступим и будем анализировать, что же вам ожидать в течение этого месяца. Итак, основные энергии февраля. Что вас ждет в плане работы, бизнеса и карьеры? Финансовая сторона, здоровье, вопросы личной жизни и рекомендации от карт. Так, сейчас давайте несколько пододвину карты, чтобы вам они были хорошо видны, и приступим. Общие энергии февраля. У вас здесь ложится аркан суд. Ну, по суду, как правило, зачастую это какие-то вопросы восстановления. У некоторых это вопросы восстановления документов, кто-то может возобновлять юридические процессы, некоторые из вас захотят восстановить отношения, и не обязательно они будут личного формата. Это могут быть деловые, дружеские, социальные связи. У кого-то это поездка на родину, воссоединение с близкими, ну а для некоторых это могут быть просто кардинальные знаковые перемены. С чем они будут связаны и, так сказать, на что вам здесь стоит рассчитывать, давайте посмотрим. Императрица. Ох. Действительно, для кого-то это вопросы личной жизни, как вопросы предложения руки и сердца, становления семьи, у кого-то восстановление отношений, а для кого-то вопросы пополнения рода. Поэтому, если вы стремились, планировали, этот месяц может вас порадовать благоприятными новостями. То, что касается вопросов работы. Здесь у нас ложится аркан смерть. По смерти, как правило, у нас идет трансформация, кардинальные перемены. У каждого они, безусловно, будут свои. Наша задача посмотреть, в каком ключе для вас прозвучит эта карта. Для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может, как мы видим, здесь у нас ложится рыцарь мечей, аркан, который говорит о какой-то вашей суетливости, о желании кардинальных перемен, трансформации, то есть не сидеть без дела. Это будет даже какая-то внутренняя агрессия, злость на самих себя, на то, что вы якобы тянете время или упускаете какие-то возможности, ситуацию. Поэтому суд в связке с арканом смерти рыцарь мечей – это желание каких-то кардинальных перемен. То есть, может быть, иной подход. Или взяться за ту деятельность, которой, может, вы раньше или не обращали внимания, или не видели себя в этой нише. То есть, это, знаете, как поменять свое мировоззрение, поменять отношения, подход. И действительно, возможно, попробовать себя в том, в чем вы не пробовали себя ранее. У тех же, кто у нас является соискателем, здесь, как мы видим, ложится у нас девятка жезлов. Девятка жезлов – это на текущем этапе, я не могу сказать, что препоны, но тем не менее пересмотр своих целей и задач. То есть это говорит о том, что даже если вы получите какое-то предложение по работе, в последний момент вы можете пересмотреть свои взгляды на ситуацию. Потому что или получите какие-то объективные отзывы о работодателе, о работе, о вопросах оплаты. То есть, знаете, как здесь в последний момент уйти или отказаться от предложения, которое вам поступит. То, что касается тех, кто у нас является наемным сотрудником, здесь у нас ложится аркан королева жезлов. Это могут быть кардинальные перемены, у кого-то связанные как с изменением руководящего состава, то есть могут поменять руководство, в особенности, если у вас начальник женщина. И второй момент, это кто-то может быть из вашего коллектива, то есть может прийти новый человек, который, так сказать, внесет свою лепту. Положительными ли для вас будут эти перемены и изменения? Но здесь по карте Луна это больше переживание, страхи о неизвестностях, каким будет будущее, будет ли оно стабильным. Но тем не менее аркан Жрец показывает и говорит здесь о ситуации, что эти кадровые перестановки дадут вам возможность обучения, и впоследствии карьерного роста. Для тех же, кто у нас владеет собственным делом, карта Луна. Карта Луна – это переживание и страхи. Вытянет ли ваше дело? Будет ли оно рентабельным? Будет ли оно стабильным? Или это будет какой-то сезонный заработок? Что стоит изменить? Подход, график работы, условия труда. То есть здесь это в первую очередь попытки взвесить и определить риски, так сказать, обстоятельно, чтобы не закрыться. Потому что смерть – это понимание, что что-то нужно менять концепцию деятельности, но вы пока что не понимаете, как. Финансовая сторона вопроса. Здесь ложится аркан сила. Но сила – это прекрасная карта с точки зрения финансов. Говорит о том, что они будут. И, так сказать, все траты, все ситуации вам здесь будут по плечу. Более того, кто-то почувствует себя, знаете, как более стабильно.
можете так крепко стоять на ногах. И, наконец-то, это больше финансовой свободы. Деньги, конечно, будут даваться нелегко, потому что сила это приложить немало усилий. Поэтому здесь, так сказать, это, знаете, по вашей вере, по вашей трудоспособности. Вот сколько, так сказать, проработали, провкалывали, вот по сути столько и получили. Безусловно, вы можете сказать, если я наемный сотрудник и у меня оклад, но для вас здесь могут быть какие-то бонусы, премии, компенсации, или глядя на ваш объем работ, на ваше качество работ в течение февраля, возможно, вам даже поступит предложение о повышении, которое, конечно же, благоприятным образом отразится на финансовой стороне вопроса. Если мы будем смотреть вопросы состояния здоровья, то семерка жезлов у нас здесь говорит о ситуации восстановления иммунитета, борьбы за улучшение состояния здоровья, дисциплина, контроль. То есть контроль во всем. Это могут быть и, знаете, минимизировать пагубные привычки или от них отказаться. Соблюдение и вопросов диеты, и режима дня, потому что это все, конечно же, влияет на ваше самочувствие. То, что касается личной жизни, у нас здесь ложится тройка монет. Тройка монет – это плодотворный союз, сотрудничество. То есть каждый вносит в лепту в развитие ваших отношений. У некоторых на повестке дня это будет больше, знаете, как сплоченность ради достижения общих целей, результатов, то есть помочь вашей второй половине, партнеру или партнерше в продвижении по карьерной лестнице, ну, допустим, взяв на себя большую часть домашних обязательств или заботы там о детях. Опять же, если это какое-то семейное дело, семейный подряд, то это вкладываться и поддерживать друг друга для того, чтобы это дело, так сказать, развивалось. И опять же, тройка монет здесь не то чтобы о чувствах, здесь взаимовыгодный союз, который удобен обоим, потому что это аркан, который указывает на, не могу сказать, что именно расчет с материальной точки зрения, нет, это комфортные взаимовыгодные отношения. Если смотреть этот аркан для тех, кто у нас сейчас свободен, как мы видим, здесь у нас ложится двойка жезлов и тройка монет, это вопросы выбора, быть или не быть. А именно, может для вас быть такое предложение, вопрос служебного романа, и вы для себя будете рассматривать, стоит ли вам ввязываться в эту авантюру, да, ну, к чему она может привести. У тех же, кто у нас является или, скажем так, основополагателем или участником любовного треугольника, то четверка монет говорит здесь о неизменном положении вещей. Здесь стремление хотя бы все сохранить так, как оно есть. Кардинальных или знаковых перемен в рамках этого месяца по отношениям у вас не будет. Здесь, наоборот, цепляние за текущий союз, за данные взаимоотношения, потому что вы не готовы пока к переменам. Но если вы у нас в стабильных парах, в стабильном партнерстве, король мечей, некая такая, знаете, дистанцированность, может быть, холодность, но это не связано с отсутствием любви или с какими-то бытовыми моментами. Здесь концентрация на более важных и глобальных для вас вещах и задачах, а именно вопросы финансового становления, заработка, увеличения дохода, накопления ресурсов для осуществления совместных планов. Поэтому здесь, конечно же, вы можете в чем-то ощущать нехватку любви, тепла или заботы, но тем не менее здесь это, знаете, все равно для вас идет в позитивном ключе. Конечно же, эта карта может указывать на влияние мужчины воздушной стихии, весы, близнецы или водолей на ваш союз, на ваше партнерство. Или это может быть ваша плодотворная совместная работа над тем, чтобы, допустим, идти в терапию к семейному психологу, для того, чтобы решить те спорные моменты или вопросы, которые, возможно, вас не устраивают. То, что у нас здесь идет по совету, по рекомендации, король монет. Король монет – это аркан, который говорит о том, что нужно сконцентрироваться все-таки на аспектах материального. Заработок, улучшение благосостояния, найти точку опоры, думать о будущем. То есть это инвестиции или откладывать, копить ресурсы. То есть все ваши, скажем так, силы, энергии должны быть обращены на эти моменты. Поскольку это карта двора, конечно же, она говорит о влиянии на текущие какие-то ситуации в рамках февраля месяца. Мужчины земной стихии, телец, дева или козерог. И в плане рекомендаций карты говорят о том, что вы можете взять совет или как перенять чей-то опыт, допустим, у этого человека, поделиться какими-то идеями, может быть, наработками и получить какой-то, ну, как объективный, субъективный взгляд со стороны на какую-то ситуацию, то есть получить дельные рекомендации. Если мы посмотрим в целом, насколько знаковый месяц, как мы видим, основные энергии месяца – работа,
финансы и перемены, связанные с этой нишей. Еще, кстати, суд и императрица у некоторых из вас могут проигрываться как вопросы становления своего дела, своего развития. И для кого-то это даже могут быть как нюансы брачного договора, как финансово себя обезопасить. У некоторых из вас это вопросы или получения наследства, вступления в наследство, или с кем-то как распределение материальных ресурсов. Но, тем не менее, месяц, который несет благоприятные энергии. Смотрим на неожиданность этого периода. Что у вас здесь? Так, гроб, женщина-ключ. Оставить у вас, знаете, как в прошлом, какие-то переживания, какие-то страхи, стрессы, вопросы кризиса. Тем более женщина и карта ключа – это найти выход из сложной ситуации. За счет чего? Дно колоды у вас здесь падает карта кольцо. Это новое партнерство, личное, деловое, социальное. У некоторых, если это были разорванные отношения, была ссора, это будет перспектива эти отношения восстановить, возобновить союз, то есть стремление начать все наново. У некоторых это после периода застоя или кризиса могут быть также новые деловые предложения по вопросам работы. Если это вопросы здоровья, и вы находились в таком негативном состоянии, имеется в виду, ощущали себя подавленными, разбитыми, то женщина-ключ – это какая-то девушка, женщина даст вам или рекомендация специалиста, врача, эксперта, который вам поможет выйти из этой ситуации. Поэтому это само по себе прекрасно. Пусть так и будет, так вам и закроем. От вас буду ждать обратной связи. Напишите, как звучит для вас информация, в принципе, резонирует ли она с вами, какие перемены у вас происходят в течение месяца, и насколько, знаете, как та либо иная колода вам подходит по вибрациям. Буду вам признательна за энергообмен. Для тех, кому актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас благодарю за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.